В этой игре мы прожили 100 дней, но уже на третий реальный день хотели удалить ее и друг друга, а все это из-за какого-то рюкзака. В этой игре все стремится тебя прикончить, даже воздух. Тут прожарка нарастает, как в духовке. Первый день ты просто бегаешь и что-то там распинаешься. На третий над тобой уже ржут летучие мыши, а на 18-й деревья идут мстить. 33-й я не хочу вспоминать. А на 69-й бананы. Добро пожаловать. Первый день начался с того, что мы с Сашей разошлись в разные стороны, выполнять наш гениальный мини-план. Что за план, сейчас расскажу. Мир Don't Starve — это целая экосистема, которая, похоже, считает, что игрок — это ошибка природы. И ее желательно надо побыстрее устранить. Ну, в целом, она права с учетом того, что мы будем делать тут дальше. Так вот, чтобы не отлететь в первые 10 дней, у нас был небольшой, но амбициозный список того, что мы обязаны найти. Пауки ради паутины и пропитания, бифала ради шерсти и говна, да, того самого. Шестеренки, чтобы сделать холодильник, потому что ни я, ни Саша, ни гурманы. Сыр с плесенью не любим, а испорченное мясо монстра тем более. Пчелы, чтобы было, болото, чтобы тоже было. Король свиней вдруг пригодится и, конечно же, каменный биом. Камень, золото, все как положено. Кажется, ничего не забыл. И как вы можете видеть, пока я тут распинался, большую часть я уже нашел. Вопрос времени, когда из кустов выскочит налоговая. И вот, первый день постепенно катится к закату. Осталось только найти шестеренки, и можно начинать возводить нашу великую импровизированную базу. Если я карту всю спалю. Не, ну так ты точно не сделаешь, но вообще желательно контролируемо что-то поджигать. Наступил день второй. Начался он с того, что я наткнулся на еще одно логово ублюдков с лапками. Ну ладно, фиг с этими пауками, через пару шагов я тут нахожу городскую тропинку. Решил ее исследовать. Нашел какую-то странную хрень, пока не ясно, что это, но выглядит как автомат по выбиванию денег. Недалеко от нее театр, я в целом не умею этой штукенцией пользоваться, хрен знает, но выглядит пафосно. Прохожу еще чуть-чуть дальше, и вот деревня свиней, лук с лягушками, король свиней и вечная война между ними. Блин, отличная генерация. А потом я нахожу Честера, переносной сундук с глазами, и буквально через пару метров шестеренки. После короткого обмена любезностями я вытягиваю из механического коня шестеренки. Можно сказать, первостепенные задачи выполнены. Саша где-то там краем глаза засек болото. Я тем временем собрал все остальное, что требовалось. Осталось только определиться с местом под базу. А, я же совсем забыл, что моему персонажу нужно жрать и не абы что, а исключительно мясо. Какой-то веган наоборот. В целом, у каждого персонажа тут своя философия. Ценности, диета. У меня воительница, которой нужно только мясо. Всегда. И вот я разжег костер, чтобы не отъехать от голода. И наконец-то мы с Сашей воссоединились. Кстати, я совсем забыл вас с нами познакомить. Вот Александр, 19-летняя альтушка, которая стабильно прет на саморазрушение. А вот я, по совместительству внутриигровая мать, которая будет следить за тем, чтобы Сашенька поел и не умер от голода. Я буду делать дерево, а ты, дом каков? А дом типа такой, как просто, или со стенами там? Можем уже стены даже организовать, ну лучше. Ах, День третий начался с того, что мы наконец-то выбрали место и начали строить базу. Поставили костер, я велел Саше идти рубить деревья, сам поджег парочку для угля и побежал за камнем. Сейчас нам нужно быть примерно как те индусы с Ютуба, которые за ночь выкапывали бассейн голыми руками. Ведь на этом этапе нам нужно собрать научную машину, чтобы стать умными. Ну и начать крафтить все подряд. Рюкзачки, казаны и другие разные штуки с непонятными названиями. Не лень вспоминать. Короче, чтобы из бомжей превратиться в бомжей с технологиями. Кстати, вот пока меня тут не было, Саша уже успел найти первые проблемы. Пришлось быстренько их разбирать. Так, ты же разжег костер, да? ну да. День четвертый. Место для базы оказалось роковым. Почему? Потому что я почему-то забыл, что рядом с нами болото с этими уродскими лягушками, которые будут пытаться засунуть свой язык куда поглубже, прямо в душу. В итоге мы собрали наши манатки, один костер и побежали ниже. Как оказалось, там, где мы жгли первый раз костер, и было идеальное место. Я вшатал новое кострище, научную машину, казан, скинул половину добра на пол и сразу же двинулся на болото. На болоте я искал камыш, чтобы сделать золотую клетку для птицы. Она потом будет очень нужна в будущем. И да, пойти на болото ночью — это прям как прогуляться по минному полю Фоксхолл. Комары, пауки, тентакли, полный комплект. Артём, Я. Что? Что? какая-то хуйня за мной идет. Ой, я тут полболоса случайно пробежал. Ай! На пятый день, вернувшись с болота, я сразу проверил, как там поживает Саша. Он, как покорный подчиненный, по моей команде рубал деревья. А я тем временем продвигал науку. Теперь у нас стоит алхимическая машина. Вау. Плюс какой-то стол непонятный. И еще по классике я забыл поесть.
И вот наступил момент облагораживать базу. В общем, мы с Сашей взяли в руки лопаты и начали стаскивать к себе все, что шевелится. Кусты, ветки, траву, все. Все домой. Надо этого чувака будет потом на карты обыграть. Я пробовал, сука, вообще какой-то. На 6-й день мы начали все это высаживать и удобрять. О, у Саши теперь появились зубчатые подкрадули. Идеально. В целом пошла подготовка к зиме по списку. Побрить бифала, переселить сраных пауков, запастись деревом, заготовить еду, поставить сушилки для мяса. Просто, но половину из этого я просто забуду. Несмотря на то, что я сам это и проговаривал, и даже записал на бумажке. И, кстати, в этот день я нашел статую Гломера. И успел еще получить по жопе от механизмов. Походу дома ждут нас, да? Либо уже все разгрызли. Капец здесь жаб. Что же делать, что же делать? Артем, срочно, где взять дрова? У меня в инвентаре. 7-й день начался с установки клетки и ловушки для птицы. Птица быстро попалась, теперь она живет с нами. Надеюсь, доживет до конца этих 100 дней. Звать его теперь Геннадий. Что это за заяц? Потом я увидел непонятного кролика на 2000 хп, загорелся идеей его поймать, но не судьба, он остался на свободе, а я с разбитой мечтой. В этот день я в принципе бродил по карте, убивал пауков, получал от них по заднице и возвращался домой максимально голодным. Саша, между прочим, продолжает усердно рубить деревья. И в этот момент моя коллекция подкрадулей пополняется. Вот это тяги бархатную я получил. Опа. День 8 я высадил те кусты, которые принес домой Саша. Ровно сажать умею только я, это факт. И тут я вспомнил про бифала. Сделал бритву, пошел, побрил их, переночевал рядом с ними. Они, кажется, были, не очень рады этому. Так, я с них 21 шерсть собрал. Знаешь, вот чего не хватает? Во-первых, кремния, во-вторых, ламината. Сейчас ламинат будет. День 9 начался с моего визита в жилой квартал засранцев. Решил я его слегка расколупать, облутать и перенести поближе к базе. Теперь точно не умрем от голода. Бифалы, конечно, недовольны. Но что они хотели? Бесплатного мастера, да еще и с золотыми руками. И вот, наступил момент капитального ремонта. Я постелил ламинат, теперь наша жилая площадь официально премиального качества. Угу. Так, а я, наверное, знаешь что? Я, наверное, на следующий день пойду заниматься пчелами. Бизнесом. Пчелами. На 10-11 день мне внезапно взбрело в голову, а не завести ли мне своих ручных пчел. И вот вы можете наблюдать, как я получаю по жопе, ловлю бабочек, пчел. Понял. Я уже... И по итогу строю ульи. Красивые такие, домашние. Ну да, теперь этот улей будет вечно напоминать мне, что надо смотреть, куда тыкаешь. А какая разница? Потому что он уродский. Ну ладно. Плохо дело. Топливо ужаса добыл. А еще полнолуние. И это значит время забирать домой нашего нового соседа, Гломера. Но мы его называем семейная терапия. Почему мы его зовем семейная терапия? Ну, во-первых, он милый, а во-вторых, он гениально лечит рассудок. День 12. Пауки, видимо, решили, что мы открыли отель и начали массово перебираться в наш элитный район. Ну, мы, конечно, терпеливые, но не до такой-то степени. Выселение будет, но позже. Сейчас еще слишком рано. А я тем временем устраиваю еще один локальный поджог. Помните, я говорил про сушилки? Ну вот, я вспомнил. Для них нужен уголь. Ну, а уголь там, где небольшой пожар. Моя пасека уже приносит первые капли меда. Только этот чертов уродский улей. Надо его как-то снести, пересобрать, в общем. Кривая, как моя жизнь в 14. Опять получил люлей от своих же пчел и пошел на базу отдыхать. И вот, кстати, Саша сидит, лечит мозги с семейной терапией. Красота. Кстати, забыл сказать, что он до сих пор рубит деревья. Закидывай сюда дерево. Куда сюда? В этот сундук. Отдельный. День 13 мы с Сашей провели в великом походе за камнем. Наша цель накопать столько, чтобы в следующие 2 сезона даже не вспоминать о нем. Как оказалось, биом огромный, намного больше, чем я ожидал. В общем, камня насобирали и остались тут ночевать. Золото. Сейчас скину. На. Веток нету. На. На кирку. Работай. Чувствуй себя. Это кирка. На 14 день возвращались домой. По пути я решил зачистить еще одну коммуналку пауков. Все пошло не так гладко, как бы хотелось. Виталик. А вот здесь я получаю люлей от своих же пчел. Ну, уже классика. Но, теперь у нас много меда. Поставили дополнительный сундук под камень,
Прикинули, сколько у нас ресурсов должно хватить надолго. А наша домашняя растительность уже начала приносить первые плоды. Красота. Правда, впереди зима, но мы пока не особо про это думаем. На 15-й день я снова вспомнил и наконец-то поставил сушилку. Победа, казалось бы, но у нас закончилась трава. Срочно отправил Сашу в экспедицию по сбору сена. Сам тоже вышел. Но ненадолго, ведь напомню, пауки уже потихоньку начали переселяться к нам. И нужно их выселять назад. Как раз коммуналка пауков доросла до такого состояния, что ее уже нужно было сносить. Иначе потом появится их мамка, и нам уже будет, не очень хорошо. Вечером быстренько высаживаю все веточки, и по классике жанра начинаем медленно, но уверенно умирать от голода. К счастью, Саша возвращается с травой, и я моментально ставлю новые сушилки. И засаживаю всю базу новой растительностью, которую тоже Саша принес. Утро 16-го дня начинается с продолжения засаживания травы и создания небольшого непонятного недоразумения, которое я тут же исправил. Дальше по расписанию грабли собственных пчел и получаю по морде, но главное, поздравьте меня, у меня теперь есть короткие перчатки. А пока вы хлопаете в ладоши, Саша уже минуту орет, что ему нужна помощь. Артем, Что? ас, Какой? зеленый. В смысле? Бегай. Оказывается, тут появилась злая ель, недовольная нашей промышленной вырубкой. Но мы ему быстро объяснили, что это надолго. Протестуй, не протестуй, а без дров зимой замерзнешь. Вечером 16-го дня мы вспоминаем, что нам нужно топливо ужаса. Именно Саша. Ему нужно призвать цветок Апигейл. Где он делал предыдущий, не знаю. Но ради этого теперь мне нужно срочно сойти с ума. Саша. На 17-й день я окончательно поехал кукухой. В этой игре, когда ты сходишь с ума, твои иллюзии резко обретают зубы. Но и они теперь могут получить по жопе от тебя же. С них падает мне так нужное топливо ужаса. Проблема была в том, что тени, видимо, почуяли мой настрой и решили не появляться. Минуты через 2 один таки вылез. Быстренько его отлупасил, готово. Можно идти лечить свой рассудок. Кстати, забавный факт. Когда я избиваю пауков, мой рассудок поднимается. Все логично, абсолютно здоровая игра. Никакого буллинга. Ой-ой, у нас тут злое дерево. Ты знал? А что с ним не так? Оно злое. На 18-й день к нам пожаловал новый экоактивист. Он был настроен, серьезнее первого. Прям собрал митинг, начал давить авторитетом, пришлось срубить. Теперь он будет бороться за природу в духовной форме. Спасибо за участие. Все. День 19. Вроде бы все готово. База работает, жизнь кипит, и тут до меня доходит. А как мы будем делать трость, если мы вообще не искали иглу моржа? Да и оазис, и лавовые озера, где живет та самая очень дружелюбная муха. В общем, тоже как-то это выпало из наших планов. Но уже было не до исследований, сидели дома. Но дома тоже не всегда безопасно, потому что вот они, собаки. Мы их ждали, а вот эту собаку на стероидах не ждали. Здорово. Господи. Мы получили люлей, они получили люлей, все остались довольны. День 20, последний день осени. Все, дальше зима, хардкор, собаки в шапках и ты без еды, без огня и с пустыми глазами. Но все не так плохо. Саша, как бы это ни звучало, в этот раз справился. У нас целый сундук дров, кусты с ягодами, и главное, я ему не дал умереть с голоду. Что ж, учитывая его любовь к ориентации на местности, достижение. Я же решил последний день сделать хоть что-нибудь полезное и отправился исследовать биом рядом с нашей базой. Нашел оленей. Просто оленей. Осень прошла, мы выжили, мы построились, но ощущение, что половина потенциала просто ушла в кусты. Ну что ж, день 21. Добро пожаловать в зиму. Подготовились мы к ней настолько хорошо, что даже камня грелки у нас не оказалось. Так сказать, самые банальные вещички на зиму. Ладно, эту проблему мы быстро решили, а что дальше? Бляха, муха и макбивень. Жирный морж, халупа которого мы должны были найти еще до зимы. И еще эта проклятая муха. Короче, я объявляю мобилизацию, завтра в путь, а сегодня подготовка логистики и жалобы на жизнь. Так, Саш, а если я завтра уйду, так это сказать, из семьи? В смысле? На небольшое продолжительное время. Там можно. А я не умру? День 22. Где Кстати, кремень? да, повторюсь, к зиме мы Нашел. подготовились идеально. Вот прямо сейчас, в 22 день, я только начал крафтить шапки. Хорошо, хоть ресурсы есть. В следующий раз просто распечатаю чек-лист и приклею его к экрану. Ну вот так незадача. Мы с Сашей вспомнили, что ему нужна его сестренка. Да-да, та самая. Это его основной урон, саппорт и получатель половины вместо меня. И, конечно же, мы пошли тревожить могилы. Люди даже после смерти не могут отдохнуть. Мы лезем с лопатой, чтобы вытащить какую-то долбанную игрушку. Вот он, есть. О, сюда. Есть кентафаль. Бегом. Где? Саша находит подопытного, и теперь они с призраком гуляют вдвоем и выкапывают какую-то важную хрень. Как он сказал. Я пересказываю, без комментариев.
Пока они шастают, я уже успел замерзнуть. И вот в итоге я, Саша, Честер, покойная сестра и целая семья пингвинов у костра. Семья в сборе. Гости теперь часть коллектива. Я про Сашину сестру, конечно, а пингвины уже давно домашние. А тут меня Саша решил испугать. Что это было? В смысле? Я обосрался. Они спят, понял? В принципе, ты способен фармить пауков. Уверен? Да. День 23. Наконец-то я отправляюсь исследовать карту. Миссия — найти халупу моржа и лавовые озера с жирной мухой. Пока Саша развлекался с пингвинами, я, дебил, решил делать то, что нормальные люди делают осенью. Только я умудряюсь начать исследование карты зимой. Бегу, луг с пчелами, болото, лес, и тут я встречаю жирную муху. К ней бы подошла очень такая шутка, но сегодня я воздержусь. Просто скажу, это очень заботливая мамаша, чьи дети потом будут избивать нас вместе с ней. Я, конечно, убегаю, потому что муха вроде услышала мою шутку. И... Саша? Саша? Да-да-да. Саша, я сейчас отъехал на тот свет. Живи, брат. О, я нашел то, что нам надо. Тут червоточина. Прыгаю в нее от безысходности. И резко понимаю, что она вела прямо к мухе и халупе моржа. В 50 метрах от базы. Красавчик? Да. В следующий раз не буду игнорить червоточины, как будто это тиктоки Саши. Прости, я не специально, их просто много, и я не успеваю посмотреть. А их 2, понял? Пускай будут. День 24. Я возвращаюсь к Макбивню по его душу, а точнее по его зуб. Ставлю костер, собираюсь нормально подраться, но он оказался куда менее простым, и вот вы можете наблюдать. Я по жопе, мне по жопе, мне снова в 3 раза больше. Начинается гонка плевков и беготни, но в итоге я его обыграл и уничтожил. Ну и что с него выпало? Правильно. Ничего нужного. 1 дротик. Спасибо, Морж, ты, как всегда, щедр. Я отогрелся у костра, пошел дальше, натыкаясь на тупиковый паучий лес. Где искать оазис? Без понятия. Но не переживайте, скоро вы узнаете мой уровень затупа. День 25. Продолжаю свое путешествие в поисках оазиса. Знаете что? Не нашел. А ведь он нам очень пригодится летом. Там рядом спавнится один мерзкий босс, с которым желательно договориться. Возвращаюсь на базу, а там Саша. Всю осень рубил деревья, теперь перешел на новый уровень. Тусит с пингвинами, добывает лед, кидает в холодильник и радуется жизни. Лед штука полезная и для готовки, и на будущее. Честно, если так дальше пойдет, Саша будет красить траву в зеленый или стричь ее ножницами. Ждем. Короче, Артем, выпрыгнет Йети данным. День 26. Ничего особенного. Побил пауков, пришли гончие с доставкой мяса, сделали тефтели. Прямо экспресс-доставка сервиса «Умри и покорми нас». Но я предупреждаю. Да шучусь. Скоро они придут и устроят дискотеку века. После нее у нас полбазы будет с ПТСР. И даже семейная терапия не поможет. Там даже пауки пострадают. И это все не шутка, это анонс. До этого момента осталось 2-3 минуты, не проморгайте. День 27. Я все еще в поисках чертового оазиса. Пети на карте все меньше и меньше, его все нету. И вот, кстати, момент, который должен был быть очень напряженным. 2 теневые руки, которые хотят затушить мой костер. Стая пауков, с которой я параллельно дерусь. И я хожу абсолютно спокойный. Что делает с человеком в час ночи? День 28. Домой, срочно, потому что вот-вот придет босс зимы. Если мы встретим его на базе, это будет наше последнее роковое решение. Саша дал задачу крафтить броню. Сам отправился стукать по шапке Макбивня, потому что мне нужна трость. Трость дает плюс 25% скорости. А в долгом выживании это очень полезная штука. Без нее просто никуда. Теперь сижу у костра, жду рассвет и немножко удачи. Мне делать. Ожидай. Я скоро вернусь домой. Ой. День 29. Вот и утро, вот и эта жирная жопа. Хоп, и готово. И на этот раз мне реально повезло. Выпал бивень и шикарная шляпа, что восстанавливает рассудок. Идеально. Возвращаюсь на базу, потому что вот-вот скоро придет главный засранец сезона. Проверим, кто тут босс этой качалки. Он или 2 борзые женщины, за которых мы играем. Он горит. Это ты поставил? Да. Так, подождите. Не проебал. День 30-31. Готовимся. Вот я уже доготавливаю еду и выезжаем. Ставлю костер, докрафчиваю копье, и вот он. Полуолень, полурак, полуциклоп, полу еще чего-то там. Агрим и за работу. Получаем по хлебалу, стандартная процедура, особенно если ты не самый умелый игрок, зато веселый. Раз, два, три. Такое мало. Так, смотри, чтобы они не закончили костер нам. А, уже, в принципе, что это было? В итоге,
Босс отправлен в гроб, а мы сильные и независимые. По-моему, эта победа нам далась очень просто. По-моему, да. И вот подбираем с него глаз, который весной станет отличным зонтиком. Кстати, полнолуние. Значит, время продолжать исследование. Где-то там должен появиться новый Макбивень, а у меня уже синдром охотника. День 32. Вот он Макбивень, вот он убегает, вот я получаю по жопе, и вот с него выпадает бивень. Отлично. Теперь у Саши будет трость. Скорость, господа, это наше все. Бежим домой. Опа, на луже подскальзываемся. Захожу к королю свиней, предлагаю ему мясо за золото. А он не берет. Извините, что за банк? Где ваш директор? Почему жирный брокер отказывается от сделки? Ничего, придет время, он у меня сам мясо в слитки превратит. А теперь бонус трэш. Холодно. Я разжег костер, если что, тут лежит. А у меня понял? У меня камень, у меня камень, у меня камень помер. Пока я тут решаю вопросы с фауной, Саша где-то очень далеко в каменном биоме, и его камень-грелка сломался. Еда закончилась, рассудок падает, но его мать не уследила, придется спасать. Быстро крафчу новый камень, несусь. По дороге разминулись, но я все равно передал ему посылку гуманитарки. Саша вроде выжил, а я иду исследовать карту. И я даже не догадываюсь, насколько следующий день будет страшным. День 33. Отправился исследовать карту. Все было хорошо, ну почти, потому что я кое-что забыл. И вы тоже скоро догадаетесь. Вечереет. Я где-то далеко, и тут лай. Думаю, ну фигня, пару собак, как обычно, раскидаем. Саша, между прочим, просто грелся у костра. И тоже уже не один. Его тоже окружают. Ты уже покушал? Нет, А уже? нет, А сейчас? нет, А сейчас? нет. А сейчас? Собаки прибежали. Нет. А у меня 7 хпшки. Я мчу домой, думаю, сейчас справимся, спасу Сашу, и все будет как обычно. Приезжаю, тактически встречаю первую волну, думаю, ну, 3 псины легко. А их орда, собаки как будто всех своих друзей позвали. Семейная терапия погибает, я пытаюсь танковать, в этот момент Саша умирает, а у меня броня в хлам, 49 хп, камень почти остыл, голод подкрадывается, а за мной стая. Решаю бросить собак на наших дружелюбных соседей. Они, кстати, были очень рады этому в кавычках. Но камень все, я замерзаю, 39 хп, 15 еды, мертвый Саша, думаю, все, это конец. Но нет, как видите, вы можете еще посмотреть там по таймлайну, наверное, минут 30-40 контента, я не знаю. Делаю маневр, получаю по жопе еще раз, убиваю одну, встречаю вторую, получаю от нее и добиваю ее. И вот я, 45 хп, камень холодный, желудок пустой, уже замерзаю, но я выжил. Похороны Саши откладываем, я воскресил его из мертвых. Надеюсь, вы нам простите такой хардкор. Гломер, увы, не подлежит восстановлению, новый будет только на 50-й день. Пауки, да, тоже пострадали, им снесли одну коммуналку. Итоги. Саша второй ПТСР, который добавился после Фоксхолла. Я безрассудный выживший. Геннадий в шоке. Честер мертвый. Семейная терапия тоже мертва. А до конца зимы еще остался один день. И еще добавлю, что самое страшное еще впереди. Этот день будет особенный, с очень интересной цифрой. Подробности скоро. Координация тогда была настолько сложна, что я даже реально просадил себе горло. В нем были все мои палки. День 35. Последний день зимы. Снег сошел, показалась зеленая травка, а вместе с ней новые проблемы. Следующие 20 дней дожди, сырость, лягушачий апокалипсис. А пока я решаю заняться зонтиком, пошел искать кости. Заодно вспомнил про ловушку, которую нашел еще в первый день. Решил ее залутать. Ну да, взорвало. Но после тех собак это уже даже не обидно, это местная норма. Вечереет, возвращаюсь на базу, заглядываю в сундук, а там ни палок, ни сена, и Саня, походу, реально пойдет стричь траву на следующий день. Мы местами на нуле. Все, что было, ушло на зиму. И да, жопа надгрызана и все еще болит, и судя по планам на весну, еще будет долго. День 36. Весна. Дожди, агрессивные бифлы, агрессивные пауки, агрессивные лягушки, агрессивные трусы. Если ты промокал насквозь, ты понимаешь, о чем я. Итак, весна началась, а мы, как культурные выживальщики, руки в ноги, ноги в руки и за работу. Сашу с лопаты в ссылку за палками. Потому что, а что делать, теперь он знает, что делать. Я решил, хватит этого нищеского хлама, надо превращать нашу базу из помойки в элитный таунхаус. Ну или хотя бы, чтобы не позорно было показать маме. Знаешь только какая у меня проблема? Рассказывай. У меня нету лопаты. Ну точнее, оно закончилось. Засадил базу новой рассады, начал ставить каменные стены. Не чтобы защищаться, а чтобы было ай-ля уютно, дорого, богато. Кстати, у нас кончились сундуки. Все лежит на полу в кучах, как у меня на столе. Зачем мне здесь 7 кружек? Тихо, что ты так тратишь дерево?
Как будто ты его рубишь, да? Ну, с этим я бы поспорил. Что ты его рубишь? Ну, тогда. Ну тогда, все верно. Зато у нас лучшие отношения с тобой, чем с ней. Они не абьюзивные, да, хочешь сказать? Да. Я побежала. Давай. Я гулять. День 37. Саша с заданием не справился. Палок принес, как будто сам их по дороге ел. Ну что ж, пошел я. Копаю, думаю о хорошем. Через пару дней у нас будет плантация будущего. Палок будет столько, что ими можно будет бить боссов или делать шалаши. Но это потом. Это проблема будущего меня. Или будущего Саши, кто из нас выживет. Кстати, пчелы сошли с ума. Весна, гормоны, всякое. Теперь мои ручные ульи — это как армия агрессивно настроенных личностей. Бьют в 2 раза больше и уже по собственной инициативе. Еще и обижаются, если не поздороваешься. День 38. Палки, палки, палки. Все, я сломался, пошел в разведку. Куда? Правильно, в паучий лес, где пауки сейчас на пике своей агрессии. Гениальный ход, господа. По дороге встречаю 2 огромных уток. Красавицы. Кстати, живут спокойно. Мы к ним позже наведаемся. И за их утятами. А если вы вдруг подумали, зачем он поперся в паучий лес, все просто. Я ищу оазис. Да, в паучьем лесу. Оазис. В лесу. В надежде встретить еще одну пустыню. Уровень затупок кандидат наук. Оазис спавнится в пустыне, которая одна на карте, как минимум на этой. Рядом с мухой, которую я видел 3 недели назад. Ну ладно, на пути еще одна утка с претензиями. Роюсь в груди металлолома, как отчаявшийся роботехник, получаю по жопе и спокойно иду домой. Ну, как спокойно? С остатками жопы. День 39. Забежал на базу, сделал пожрать, ведь без еды в этой игре никак. Что там Саша? Да понятия не имею. А, точно, палки и трава. Саша теперь у нас лесной дворник. Скоро у нас будет запас травы, что будем ею питаться. А я наконец-то догадался, а не сходить ли мне в пустыню. На самом деле, я уже исследовал абсолютно все, так что почти месяц спустя я добрался до пустыни. Захожу туда, а она, блин, огромная. Лутай, перекати поле. Оно дает рандомный лут, иногда полезно, иногда палки. День 40. Мои странствия по пустыне продолжаются. Я все еще пытаюсь найти тот самый оазис, будто в нем крафтится счастье. И вот он. Оазис. 20 дней поиска. 20. И да, он был именно там, где муха, которую я видел 3 недели назад. Рядом чей-то труп, лежит удочка, валяются остатки надежды. Заберу потом, если не забуду. Домой бегу через толпу бешеных собак, надо будет сюда потом вернуться и устроить санитарную зачистку. Добегая до базы, рассада вся расцвела. После зимы это выглядит будто странно, но приятно. Прямо как зарплата. На 41-й день я, значит, решил, пора ремонт. Саша, да, тащи дерево, у нас тут расширение, а твой лес теперь официально переезжает. Каменные стены — это тебе не хухры-мухры. Пчел граблю мимоходом, они стали такие агрессивны, как будто у них ипотека. А потом у меня идея, а зачем мне крафтить, если можно украсть? Брусчатку ускоряет, значит грабим дорожку. И ковер, тоже нужная вещь, дом без ковра, не дом, а локация. По дороге домой встречает цветок, необычный, важный, полезный и полностью забытый. Прямо сейчас, пока пишу сценарий, мы на 70-м дне, и вот да, на 72-й я его найду или не найду, посмотрим кто кого, я или моя память. Нормально. Ненормально. У меня очень мало еды. День 42. Продолжаем ремонт. На очереди кухня. Саша все еще не допилит деревья. Я ставлю ему дедлайн, как нормальный прораб, и иду добывать мрамор. Хочу себе пол, мраморный, плитку постелить. Почему не содрал мрамор с пола как ковер? Без комментариев, мозг ушел в отпуск. Также прибегают гончие. После 33-го дня мы их уважаем. Пора есть. Ну и я, герой выживания. Начинаю вместе с ними ломать свой же забор. Отлично, профессионализм на высоком уровне. Увидел ковер, понял какая-то хрень, убрал, положил плитку, протянул дорожку к пчелам. Все красиво. Но вот этот хлам на базе уже раздражает. Чувствую себя как будто в комнате подростка. Все есть, порядка 0. Хотя мне кажется, я еще остаюсь этим подростком, завтра нужно будет прибраться. А давай мы нашу базу назовем Чайхана. День 43. Саша убрал деревья. Чудо. Я приготовил покушать. Время, дизайн проекта кухни. Кухня — это святое. Здесь приходятся ссоры, дружбы и решения типа «а давай убьем босса в дождь». Пока просто таскаем ресурсы, решая проблемы с сундуками. Теперь их 9. И теперь, если Саша опять разложит везде свой хлам, я просто засуну его в один из сундуков. Найдется ли через 10 или весной.
День 44. Я раздолбал старую кухню и поставил новую. Зашибись. На этом все, идем в следующий день. А да, зачем я поставил столько холодильников? Да Саша его знает. Ну, вы поняли. А как мне покушать делать? Это во-первых. Спасибо. День 45. Я его продолбал, буквально. Саша сказал, схожу за мороженым. Мы ставим игру на паузу, возвращаемся. Я снимаю с паузы, а запись не включил. Молодец я, поздравляю себя. Ну ладно, расскажу все это на фоне 46-го дня. Да. А мороженка была вкусная, наверное. Надо у Саши спросить. День 46. Что ж, на 46-й день вы можете посмотреть на то, какой я построил классный забор. Вы спросите, зачем? А я вам отвечу. Весной трава может обрести в любой момент ноги и смотаться нафиг отсюда. Так вот, траву по всей карте мы собирать не собираемся, поэтому забор. А на 46-й день вырос мой мрамор. Я его собрал, посадил, ну в общем дело такое, на любителя. А что там Саша? А, да, Саша же существует. Он строит лес 2. Возвращение. Я иду к королю свиней. Помните того жирного, который отказался брать мое мясо? Так вот, встречайте Геннадия. Это птица, которая жрет мясо, несет яйцо. Король дает за него золото. Цепочка идеальна. Я бы сказал, цикл жадности. А вечером мы такие сидим и... Скучно, а давай босса. Крафтим броню, едим вкусняшки, собираем шмот. Ну и пошли там разбираться, что к чему. Знакомьтесь, мать-героиня, мать-одиночка, ну не знаю, отца мы не видели. Но у нее есть десяток, сейчас, извините, пересчитаю, 1, 2, 3, 4, 5. Ой, тут еще одна мать, ё-моё. И какая-то выдра. В общем, много этих утят. Нужно, так сказать, от них избавиться в первую очередь. А то гребем мы от них так нормально потом. Но тут наступила ночь, и они решили лечь спать. И пару маленьких дьяволенков пошли на мясо. День 47. Что ж, а теперь сам босс. Поехали. Подошли, ударили, отбежали. Ай. Ну, в общем, мы справились. Теперь у нас есть перья. Мы их так и не используем, наверное. Но зато положили их аккуратненько в сундучок. Пускай лежат. Ночью еще собрали наши палки. Уже не знаем, куда их толкать. Я решил заняться делом. День 48. Я себе бегаю по округе. Тут Саша как начинает бить тревогу. Артем, их 2. Эти обиженные деревья пришли мстить за леса, которые Саша посадил и срубил 20 раз. Типу зима закончилась, и давайте сворачивайте свою промышленную вырубку. Мы им вежливо ответили отказом. У них был шанс не приходить. Надо его на тропинку эту вывести. Ладно. 1, 2, 3, 4, 5, Артем. Где считалочка, да? Раз. Я так не играю. Раз, два, три, отходим. Раз, два, три, отходим. Ох, ё-моё. Так, и теперь надо придумать, как так нам бы это самое базу засейвить. День 49. Вспомнил, что летом наша база имеет все шансы сгореть к чертям. Пошел ставить снежкометки. Но, не поверите, база у нас такая, что на нее нужна не одна снежкометка, а 2. Идеальное место для первой снежкометки было там, где стоял тотем Саши. Он был не очень доволен, но таковы жертвы. А я после установки первой снежкометки пошел собирать ягоды. Почувствовал себя шеф-поваром. Приготовил новую еду и чуть не сдох от голода, пока она готовилась. Отличная кухня, удобно. День 50. Камень кончился, как и мое вдохновление, если честно. Пошли его фармить всю ночь. Скука такая, что я сценарист чуть не уснул. Поэтому оставил Сашу на рудниках, а сам пошел, ну, хз, заниматься чем-то более интеллектуальным. Например, разговаривать с жабами. А, стой. Wait, я ж кушаю мороженое, подождите. На 51-й день я вспомнил, что нам не хватает одной шестеренки. Пошел искать. Нашел сгнившие яйца. Знаете, в обычной жизни это тупик, но в Don't Starve это начало великого плана. Его я раскрою летом, а пока шестеренки. А, вон они. Вижу, вот они, бегают, Да. еще тепленькие. Но ненадолго, пауки и сожрали. Мне пришлось отрывать детали прямо из паучьей пасти. Потрясающий день, как всегда. Возвращаюсь домой, жопа надкушена, настроение боевое. Помните чувака с игровым автоматом? Ладно, сыграю. Моего английского хватает на уровень пресс-баттон. Победа, 2 банана. Теперь Саша официально переходит на бананы. И вот оно, полнолуние, время забирать Гломера, семейную терапию. Все идеально, но эти долбаные свиньи решили, что ночевка — это когда в ярости гоняешься за мной под луной. А я все-таки забрал Гломера, и они его убили. На моих глазах. Все, кровная вражда. День 52. Час расплаты.
Порешил этих свиней всех. Без суда, без следствия, без капли жалости. Если еще раз кого-то тронут, снесу всю их деревню к чертям. Пошел отводить печаль в карты. Ура! Победил. Еще 2 банана. Да, утешение спорное, но теперь мы с Сашей не голодные, а унылые. И тут ручные песики. Ух ты ж, ё-моё. Правда, они кусаются. Но с этим мы справились. Поставил готовиться банан в казан. Помянули Гломера. Следующее полнолуние через 20, мать его, дней. Я не забуду. Наступил 53-й день. Сейчас скинул. Псы пришли, мы готовы. Быстро разобрались. Последний решил, что он теперь пес-амфибия и живет в нашем бассейне. Идеальный момент, мы смеялись. Пока он не вылез, и я тут начал переживать за свой забор. Я его тактично угомонил. Поставил термокостер, а то лето уже на носу, и мы не хотим поджариться, как банан на гриле. Подготовка к лету началась. День 54. Что ж, я тут готовлю конфеты и продолжаю эпично подготовку к лету. Да-да, это будет сезон, к которому мы пойдем, как будто знаем все. И все равно потом охренеем. Тут я крафчу лейки. Зачем? Чтобы тушить локальные пожары и жопы, когда они внезапно начнут гореть. А они начнут. Снова иду играть в карты. Главное не проиграть дом. Сначала выиграл пчел, потом очередную партию домашних песиков. Привел домой. Долго не прожили. Возможно, из-за отсутствия инструкции по уходу, или из-за отсутствия еды, или из-за Саши. День 55. Весна — это, мать его, самый скучный сезон. Готовимся к неизвестности с мордой, в которой нет даже намека на смысл. Я собираю траву, кайф, а Саша... А фиг его знает, где он. А, вот он, деревья пилит, молодец, инвестирует в бумагу. Пробежка по всем локациям, проверил все углы, и тут бац, последний день весны. Значит, сушим штаны, потому что скоро адское лето. А! Новая орда. Тихо, Да тихо. за Да что уже вы, убиваю. их. О, свежевыжатый комп. Сука. День 56. Первый день лета. Температура жопа. Вышли посмотреть на Сашины деревья. Решили не собирать, сжечь к чертям. Уголь пойдет на порох, а порох скоро вы узнаете. Пока Саша устраивает пир лесного духа, я сбегаю на болото за камышом, чтобы скрафтить веер. Чтобы омахивать себя, как дама на балу. Спойлер, мы его не скрафтим. Артем, ёбаный рот. Ночь. Факел. А ну там что, хата горит? Подожди, да. День 57. Собрали весь уголь, крафтим порох, много пороха. Так много, что если мы сейчас чихнем, база полетит в небо. Саша дал команду крафтить броню. Ага, знаем, что будет. Каждый раз, когда Саша крафтит броню, ждите трындец. Я тем временем, как положено тормозу, побежал к оазису, дошел до середины пути, сказал себе: я же удочку забыл. Вернулся, скрафтил. Теперь можно к оазису. Все идет по плану. Пока нет. Умер. Тепло. Умер. Дождь. Умер. День 58. Все, бегу в пустыню, лес есть, муха зырит, лава шипит, собаки лают, пустыня, пыльная, оазис, наконец-то. Ага, вот и удочка, про которую вспомнил, еще в прошлой жизни. Пришел выловить рецепт очков. Зачем? Без понятия. Все ловят, и я ловлю. Пускай у меня тоже будет. Поймал какое-то говно. Еще какое-то говно. Рыба? Но Don't Starve учит, если ты нашел мусор, впаривай свинье. Так и сделал. Свинтус в восторге, я в золоте, уровень бомж с технологиями повышен. Поймал рецепт, продал барахло, все счастливы. Если бы он также покупал мясо монстра, я бы уже себе замок построил бы. Возвращаюсь домой, наступает ночь и легкий тремор. День 59. День рейда. Я крафчу очки, теперь я вижу в пустыне чуть меньше ничего. Обмениваем еще одну затычку на золото, прыгаем в червоточину, и вот мы с Сашей, два гения войны, бежим к боссу. Оазис позади, а морда впереди. У нас был один выбор – дипломатия или дипломатия. А раз мы в ней, как утки в алгебре, выбрали дипломатию. Че, кабум будет? Все, осторожно, уклоняйся. Сань, я забыл кое-что, броню одень. Костер разлетелся в щепки, я забыл одеть броню, получаю по шапке от босса. Тут еще паника, кромешная темнота. Сестра Саши светится как спасательный буй, а я вижу, Саша на инстинктах крафтит факел. Вот так и выживаем. Кто-то светит, кто-то орет. В итоге я добиваю морду, оно дропнуло кучу хлама, один кристальный шпиль и какую-то хрень, которую мы, возможно, никогда не изучим. Ученые будущего разберутся. Пока пусть стоит в пустыне, как памятник нашей гениальности. Саша, к слову, поджег свой рюкзак. Да, вот так просто. Хорошо, что у меня была лейка, не зря крафтил. Тихо, не поджи... Саша! Саша, зачем? Потушил.
Ты мой спаситель. Все, лутаемся. Думаете, это трэш? О нет, веселье только начинается. Так, День 60. Мы летим домой такие довольные тем, что завалили босса. О, один Саша себе, наверное, уже дневник завел. Что ж, скоро запишет в него следующую рубку деревьев. А мы тем временем притопали домой. Решили быстро побить пауков на мясо и паутину. Одну коммуналку снесли, и тут вылазит их мамаша. Но мы после босса были на таком кураже, что решили с ней разобраться завтра. 61 день. И вот мы пришли, снесли кабину этой паучихи, она даже не поняла, кто ее бил, мы или жизнь. Саша надел трофейную шапку. Стоит, улыбается, позирует, довольный. Мы избили еще пару пауков для профилактики, чтобы запомнили, чья здесь земля. Дальше решили, а чё? А давай в пещеры. Честно, в планах было завалить босса. Но не ради чего-то, а просто завалить босса. Можно сказать, глобальной цели нет, но надо же кому-то делать трэш в подземельях. День 62. Начинаем готовиться. Массовая варка конфет. Во-первых, мы любим сладкое. Во-вторых, рассудок будет улетать в минус так быстро, что конфеты — это валюта жизни. Я поставил кастрюли на максимум и выдвинулся за мрамором, потому что без мраморной брони в пещерах будет не очень прикольно. Мы ею так и не воспользуемся. Вернулся, передал Саше мрамор, а сам остался у плиты, крафтить конфеты. Готовим вкусно, умираем красиво. Классика. День 63. Почти весь мед ушел. А я такой, а давай сделаю медовые наггетсы. В жизни бы так, закинул хрени в миску, а на выходе блюдо. Но, надеюсь, они вкусные, а то еще и обделаемся в пещерах. А еще, как оказывается, база-то горела, но Саша уже залатал дыру каменной стеной. Молодец. Ночь, конфетки, наггетсы, закат. Мы с Сашей два героя, два авантюриста. Романтик. Но не сегодня. Сегодня мы идем в пещеры. Спускаемся. Кто-то, не буду показывать пальцем, забыл про лампы. Поднялся обратно. Честер пограничный контроль не пропустил. День 64. Саша сидит, скучает в подземельях. И вот он я, с лампами. Готовы? Погнали. У нас запас на 3-4 дня. План найти босса, надавать по щам, вылететь домой. План прост, как чувство Саши к деревьям. Проходим грибной биом, встречаем пауков, тупик, разворачиваемся. День 65, новая локация, вроде бы уже близко к цели. Сначала встречаем место для спавна жирной жабы. Она реально жирная. Там либо 52 косаря хп, либо вся вселенная у нее внутри. С ней только договариваться. Может, позже с Сашей мы к ней вернемся. И вот появляется мопса Честер. Новый друг. Похож на Честера, только под землей. Радуемся, принимаем в семью. Спойлер, скоро потеряем. И вы поймете почему. День 66-67. Мы нашли халабуду какого-то вегана. Я надеюсь, когда проснется, простит нам, что мы прошли мимо, громко бздя от страха. И вот он, путь в руины. Я рассчитывал, что зайдем туда на 2-3 день максимум. Сейчас я уже питаюсь собственными мыслями и слушаю, как желудок обсуждает с легкими, кто тут главный. Знакомство с местной фауной. Ты им привет, они тебя кусают. Все как всегда. Нашли вход. И как только мы туда вошли, началась банановая жопа. Эти обезьяны не просто раздражающие. Ладно, я не придумал слов, чтобы это описать так, чтобы не иметь проблем потом. В общем, придумайте сами. Тени лезут из всех щелей. Саша уже молчит, потому что все лицо в страданиях. Мопсу пофиг, он походу с нами за любой движ. И тут начинается орда. Первая, вторая, третья. Я теряю чувство времени. Просто месим этих мохнатых, как будто у нас персональный ад на заказ. Но мы прорвались. Вышли из угла, без почета, без штанов, но живые. День 68. Продвигаемся глубже, и тут началось шоу раздением их к чертовой матери. Обезьяны тупо обворовали нас. У Саши броня ушла вместе с самооценкой. Но мы нашли то, зачем пришли. Руины, а по факту крафтилку. Я даже починил ее. Почти. 3 куска не хватило. Ладно, ломимся дальше. И вот момент истины. Все дрожит, фаза смены. Тени как бешеная, рассудка 0. У меня еще хоть бы остатки мозгов. У Саши там вообще пусто. 30%, 25, 24, 23% Что? этого. Рассудка? Да. Идем. Да. И тут мы начинаем организовывать тактическое отступление, которое превращается в полный хаос. Мы мечемся, уходим, паника, тупик. Обезьяны снова начинают плясать за нами. День 69. Я лечу с руин с визгом жертвы на выгуле. Меня кусают обезьяны. И не образно, а прямо за жопу толпой. Паника, ад, хвост из десятка этих мразей, из сотен этих мразей, которые гонятся за мной. Один неправильный поворот, и меня нет. Просто гейм овер, съеден банановыми сатанистами. Как? Вы не хотите там сожрать этого утконоса? Кого-нибудь, кроме меня. Мы вырываемся и вопим. Хорошо. Да, я не вижу тебя не Прямо, бачу. прямо.
Прямо. Бежи, там за мной тень бежит. Бежи, Джонни, бежи. Если бы можно было бы включить оригинальный звук, когда мы бежали из самого логова этих чертовых ублюдков, YouTube бы нас забанил. То, что мы там несли, запрещено везде. Но мы выжили. Вылезли наружу. Тело целое, рассудок нет. У Саши минус все. У меня пустота. Не, господа, это капец. В следующий раз, если туда идти, то только с ядеркой. День 70-й, но в целом нам пора в психбольницу. Но такой тут нету. Семейной терапии тоже нету. За ней я только завтра пойду. Значит что? Готовим конфеты, деремся с тенями и отдыхаем от того, что только что пережили. Пойду побью пауков. Они всегда были со мной. Сделали мне наггетсы, точнее я из них сделал наггетсы. Захавал. Ах да, сегодня последний день лета. День 71. Первый день осени. И кто-то решил готовиться к боссу. Мы идем на босса. Я буду головой об стенку. ебаться. Всего сутки реальной жизни пролетели, а мы на базе как будто впервые. Что, где вообще здесь холодильник? Да, дал по классике Саня задание «Сажай лес». А я же рванул за мандрагорой. Для чего? Для дудки. Для чего дудка? Чтобы босс не сделал из нас сочный фарш. И вот дудка меняет лес. Я в шоке, я такого никогда не видел. Нашел мандрагору, выкопал, подтянул штаны и побежал домой. Полнолуние на десерт, в этот раз аккуратно, не как в прошлый раз, Гломер возвращается домой. Семья в сборе. Обнять, простить. А деревню свиней, мы честно думаем, что с ней делать, но их ждет выселение. День 72. К нам пожаловали собакены. Устали мы от них, конечно. Приходит без приглашения, без звонка, ломает планы, нюхает еду и устраивает погром. Мы принимаем только по записи, без талончиков не принимаем. Получил я в этот раз знатно. Чуть рюкзак не вспыхнул, как моя жопа, которая увидела 60 битрейта на записи, и фрезы каждые 3 секунды. Из-за того, что моя микроволновка не вывозит. Я надеюсь, вам не режет глаза. А у Саши хвост из этих псов до горизонта, как будто они его бывшие, вернулись за объяснениями. Но, честно, после обезьян в руинах это жалкий детский уровень. Собаки хоть не воруют, их в сотни раз меньше. День 73. Итак, сейчас вы увидите, как сорвался целый поход на босса. Почему? Флейта пана. Она была в сундуке, но, как оказалось, не была мной замечена. Наше дуо идеально. Один не ориентируется в пространстве, второй не видит ничего. Как мы вообще дожили до 73-го дня, никто не знает. Короче, флейты нет, надо крафтить. Для крафта нужен особый верстак. Для верстака кролики, для кроликов ловушка, для ловушки я. И вот я, великий охотник, бегаю за пушистыми ушастыми созданиями. Верстак готов, флейта готова, и мы готовы получать по заднице. Выдвигаемся. С флейтой, с амбициями и, скорее всего, без шансов. Но кого это останавливало? День 74. Вот она, муха. Не просто муха, а старая обиженная, у которой, судя по всему, с прошлого раза в душе остался след от моей шутки. Весь день расписан заранее. Мы получаем по лицу, она получает удовольствие. Какой план у нас? Их несколько. Первый — не подходить. Второй — принимать все удары и унижение в лицо как взрослый. Так как один из нас амеба, а второй рукожоп, то наш единственный рабочий план — стоять и получать. Собрали коробку, чтобы ни один ее отпрыск не залез в наш загон, и в бой. Играй, играй. Еще раз, еще раз. Все, отлично. К вечеру все шло на удивление спокойно. Саша даже не продолбался ни разу, что подозрительно. Но нет, наступает вечер, Саша разводит костер и сжигает мой рюкзак. Тут, конечно, можно сказать, нашей дружбе пришел конец, но мы взрослые, это всего лишь игра. За сожженный рюкзак с него пицца. Завтра. Если попросите фотоотчет, выложу в сообществе, комментарии открыты. День 75. У нее крылья на соплях, курс полета как у пьяного голубя. Но она еще жива, сопротивляется, крутится, лезет и бесится. Последняя броня, и мы на финале. И вот она падает. Мы в шоке. Мы это сделали. Выпал какой-то лут, забрали все, не спрашивайте зачем. Мы это даже, не прочитали, что с нее падает. А да, 75-й день, и только сейчас я вспоминаю, что у моего персонажа есть какие-то еще активные способности. Отлично. Зато теперь можно выживать с талантом. День 76-й. Этот день был под лозунгом «Решаем все быстро». Мать пауков? Нет матери пауков. Активист, выступающий против вырубки деревьев? Нету активиста. Настолько хорошо, что даже стало тревожно. Потому что по закону жанра кто-то скоро получит по лицу. И у меня есть подозрение, кто именно. День 77-й. Обычный такой теплый осенний денек, и вдруг бац, тушка из ниоткуда. Пол кухни в щепке, деревья в ноль, настроение в минус 15. Я в шоке, Саша в растерянности, брони нет, килок нет, мозгов на двоих нет. А эта тварь продолжает. Ты ему по жопе, он в ответ хватается за еду.
У него явно нарушение пищевого поведения. Жрет все подряд, и мне кажется, ему не так интересен я, как мое мясо монстра в инвентаре. День 78. По факту я не живой, но и не мертвый. Где-то между лимбо. Саша пытается помочь, но у него глаза как у воблы. Паника. Босс тоже на соплях, но дерется как терминатор. Застал нас врасплох. Карта в руинах, кухни нет, психики тоже. Все близится к Game Over. Но нет, не сегодня. Мы выстояли. И я пошел на терапию к паукам. Они меня всегда выслушивают. День 79. Сегодня официальный квест «Укради у свиньи реликвию». Входим в зону, вижу, стоит толпа, молится какому-то королю. Надеюсь, не тому, что обменник, который мясо не принимает. Маневры, агр, дерг, тырим террариум и валим, пока лицо еще целое. Террариум — это призывалка, сразу 2 боссов. Звучит весело? Ну, нет, для нас звучит так, что мы уже с Сашей пишем завещание. Но я решаю строить арену. Потому что если это босс из террарии, а в террарии без арены, это не бой, а похороны. Да, господа, настал момент, я вспомнил про цветок. Поставил плод, поставил цветок, теперь у нас мясо для веганов. С растительным происхождением, без сахара, без глютена, без ГМО и без урана. Только натуральный вкус. Теперь растим еду, не убивая. Хотя, убивать все равно веселее. День 81. Готовим хавчик, играем в карты, выигрываем бананы. Звучит как идеальное утро. Правда, уже вечер. Выиграл собак в лотерею. Надеюсь, хоть эти окажутся с характером, а не как те, которые сразу меня пытались сожрать. День заканчивается, а я смотрю на это все и думаю, а что это было вообще? Надо что-то придумывать и срочно, пока не скатились в уныние и кашу из травы. День 82. Сегодня великий день строительства. Строим минное поле. Да, для тех, кто прибегает, выбивает двери и вообще считает, что без звонка норма. Ну все, в случае тревоги Саша просто бежит сюда и автоматически спасается. Ну, думал я. Пока строю арену для босса с брусчаткой, чтобы мансить красиво, как в голливудском боевике. Ну или как Саша в панике. Главное не стоять на месте. День 83. Погнали. Все, что некрасивое, выкапываем, все, что дорого, укладываем. Я чувствую себя мэром. Пауза на обед и снова за дело. Брусчатка блестит, деревья в топку, экологов не звать. Вообще мы с Арей готовимся к боссам настолько тщательно, что уже страшно. Ну, в нашем понимании тщательно. Потому что обычно все заканчивается в стиле «все пошло по одному месту, но мы старались». День 84. А что там Саша? Должен был крафтить броню. Я проверяю, ага, крафтят, наверное. Прошло 15 дней с момента банановых сатанистов. А мы до сих пор вспоминаем ПТСР? Да нет, хотя да. Но что такие вещи не забываются? Я варю хилки для Саши, и тут снова экологический активист. Смотрит, дышит, недоволен, как будто уголь — это личное оскорбление. Мы отправили его туда, где воздух чистый, а деревья не рубят. На тот свет. И тут тест. Собаки пришли. Минное поле работает. Правда, жопу кусает тоже отлично. Нужно пересчитывать формулы. Но мы же в математике как утки. Круг — это бублик. День 85. Я наконец-то поставил печку из чешуи мухи. Ура! Оказывается, в ней можно сжечь кучу всего. И это реально прикол. Саша уже тестит, кидает туда все подряд. Вот с боссом мы как-то тянем, непорядок. Надо бы уже дать ему люлей, по-честному. День 86. Наготовили еды, собрали шлемы, копья за работу. Пора делать контент. Тут я Саше даю инструкцию. Главное, не бей меня. Второе, не умри от собственной руки. Третий пункт, контролировать миньонов босса. Погнали. По классике получаем по лицу. Лупим, лупим, лупим. И так до победного. Ночь закончилась, босс мотал. Ну, что ж тогда, объявляю день 87. Решил я устроить огород за 3 дня до зимы. Идиот или гений, скоро узнаем. Красиво все подготовил, лунки сделал, семена посадил, даже погладил, поболтал. Провел им психологическую консультацию, взял оплату. Ну что ж, я же будущий психолог. В этот момент Саша возвращается из туалета и начинается второй раунд с боссом. Ой. Ой. Все готово. Не знаю, так пафосно еще никто не умирал. Отдаю шапку Саше, и теперь он ходит с вечным шлемом. День 88. Ядрить его за ногу. А что делать? Прибил новое растение, посадил, устроил семенам еще одну платную консультацию, потом приготовил пожрать, и ура, спустя 70 с лишним дней наконец-то решил, как управиться с ульем. Эх. В целом мы поняли, пора готовиться к новым проблемам и сражениям, хотя оба были убитые. Но, как обычно, весь день баловались и кайфовали. Что ты делаешь, Артём? День 89. Захотел я пополнения в семью. Пришел, забыл ресурсы, вернулся, но уже с яйцом. Что за зверь, скоро увидите. Скинул Саша, а сам отправился за новым членом нашей банды. Знакомьтесь, фиг знает, что это, но ныть будет регулярно. Имба. Особенно замерзнуть осенью под дождем. Имба X2. 90-й день. Я
Как это выговаривается? Еще один день и наступит зима, я в шоке. Но у нас большие планы для будущих босс-файтов. Нам нужна тонна мраморной брони. Так что пора эту тему развивать. В целом, готовимся ко всему и сразу, Как-то хотя так. камня уже тоже не хватает. Провел еще одну консультацию растениям, скоро пора им выходить во взрослую жизнь. Растут как на дрожжах, так я теряю клиентов. Эх. На 100-й день у нас запланирован массовый босс-файт. Как мы думали, ну как я думал. Что вышло, смотрите сами. Напоминаю, хоть может показаться, что я все знаю и сижу неотрывно от Википедии, но я настолько ленив, что мне даже шорт с гайдом лень посмотреть. Так даже интереснее. День 91. Сегодня решили призвать сатану. Ну или что-то похожее, смотрите на экране. А если по факту, у нас закончилось дерево, и мы занялись высадкой так, чтобы было красиво. Ну и чтобы пару боссов помогли решить деревянный вопрос. Только вот эта вот мелкая скотина надоела. Постоянно жрать просит. Кажется, успокоилась. Пока что. Уснула и спала. Сладко-сладко. День 92. Парил что-то свинье, потом просто зависал на базе. Честно, надо себя в угол поставить за такое поведение. Точнее, за такой продуктивный день. Но не переживайте, дальше по списку идет морж. 38%. Если она доживет до 100 дней, то хорошо, но... День 93. А почему я тут один весь модный? Пускай и у Саши будет такая же модная шляпа, как и у меня. Зашел, снял шляпу с бивня, помчался к Саше. Вместе будем фармить камень. Амбиции у нас большие, нужна тонна селидры для плана разгром. Теперь осталось решить, мы будем мочить порох в море или пусть сыреет под землей. День 94. Тут даже я удивился. Похоже, мать сейчас ругается с подростком, но на таких повышенных тонах. Ё-моё, мамы больше нету. Он еще и ко мне дружелюбный. Офигеть. Мало того, что снег пропадает туда-сюда с этими вашими глобальными потеплениями, теперь и птицу кукухой поехали. Я, походу, следующее как видео смонтирую. А тем временем к нам нагрянуло море собак. Ну, кроме как подрезать популяцию бифала, мы ничего не придумали. Так, ну у меня шлема нету Да. с собой. А, есть шлем. Что делать? Свети. День 95. Саша скрафтил броню, Я добыл... а я взялся за природные отходы Гломера. Смазываю ими фейерверки, скоро поймете зачем. Теперь они стоят у нас в ряд, и мы готовы стрелять по луне. Первая ракета пошла, и вот он гость нашей программы, Циклоп Олень. В прошлый раз он так быстро слинял, что мы даже не успели взять у него интервью. Порубал он нам деревья, отлично. Теперь два босса выясняют, кто из них главный. Победитель получает смерть. День 96. Победитель найден, победитель получил приз, запускаем остальные две ракеты, ничего не происходит. Эх, ладно, идем домой. А тут хоп, эта тушка у нас по базе гуляет. Такой борзости я еще не видел. Он быстро был депортирован, возможно, я перестарался. Теперь мелкий. Остался живым. Пускай убегает. День 97 и 98. Честно, страдали полной фигней. Я забрал камень, побил пауков, посидел дома, вот и все. Ну вот день 99, тут все серьезно. Решили взимать плату за 3 месяца проживания на нашей базе. Платить или выходить? Выбор за гостем. День 99. Знакомьтесь, это стол. Прожил у нас почти 100 дней. И полный ноль. Никакого вклада, ноль пользы. Саша взял факел, думал, сейчас что-то горючее устроим, но быстро разочаровался. Тогда я старым дедовским методом кувалдой по столу полдня фигачил. И вот она, бумажка с оплатой. Приемлемо. Скрафтим потом. Вот так мы качаем экономику базы. День 100. Офигеть. Честно, я даже не думал, что 100 дней в Don't Starve могут быть такими утомительными и при этом такими захватывающими. Это мой первый раз, когда я прожил столько дней подряд, не лазая в настройки и оставляя все по умолчанию. И знаете что? Немного обидно прощаться с этим миром. Обнял Гломера, поцеловал Честера в лоб. И понял, что это было настоящее приключение. Но, знаете, это далеко не конец. Контента тут еще очень много, и чтобы завершить на крутой ноте, запускаю флешмоб в комментариях топ-3 цитаты Саши. А я на сегодня все. Всем пока.